Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такой красивый фактурный двухслойный узор крючком. Для работы я использую нитки Виолет и Макси. Набираем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно делиться на 6. Не имеет значения, вяжете вы поворотными рядами или в круговую. Я для образца набираю 66 воздушных петель. Провязали цепочку. Теперь от крючка отсчитываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в четвертую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. Снова накид на крючок и в следующую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок, в следующую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. Вот получилось у нас 3 воздушные петли подъема и 3 столбика с одним накидом в каждую петлю цепочки наборной. Далее провязываем 2 воздушные петли, делаем накид на крючок, по цепочке пропускаем 2 воздушные петли, вот 1, 2, и в третью воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. Далее провязываем еще 3 столбика с одним накидом в каждую воздушную петлю цепочки. Второй, третий столбик с одним накидом и четвертый столбик с одним накидом. Вот что получилось. 2 воздушные петли, пропускаем по цепочке 2 петельки и в третью воздушную петлю вяжем снова 4 столбика с одним накидом, по одному столбику в каждую петлю воздушной цепочки. Второй, третий столбик и четвертый. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Довязали ряд до конца. Вот что у нас получилось. Закончили ряд мы 4 столбиками с одним накидом. Теперь вяжем второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Работу поворачиваем. Делаем накид на крючок. Первую вершину столбика пропускаем. В следующую вершину вяжем столбик с одним накидом. Снова накид на крючок. В следующую вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Снова накид на крючок. И в следующую вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли и продолжаем снова вязать столбики с одним накидом и вершины столбиков предыдущего ряда. Вот в первую вершину вяжем столбик с одним накидом. Во вторую вершину вяжем столбик с одним накидом, в третью и в четвертую. Снова 2 воздушные петли, ищем следующие 4 вершины и провязываем в них по одному столбику с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Довязываем ряд до конца, провязали вот 3 столбика с одним накидом и четвертый столбик будем вязать в третью воздушную петлю подъема. Вот что у нас получается. И теперь, повторяя второй ряд, будем вязать основу для нашего узора нужной нам высоты. Вот такую основу для узора я провязала. Теперь смотрите, вот первый ряд нашего узора. Мы подхватываем арочку, вот эту первую из 2 воздушных петель, подгибаем ряд вот таким образом и прикрепим ниточку контрастного цвета. Вот таким образом. Провязываем 3 воздушные петли и под эту же арочку из 2 воздушных петель вяжем столбик с одним накидом.
Далее провязываем 3 воздушные петли и под столбик с одним накидом вяжем столбик без накида. Вот таким образом. Далее под эту же арочку мы провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и под этот подстолбик, который мы только что связали с одним накидом, мы вяжем столбик без накида. Под эту же арочку вяжем столбик с одним накидом, снова 3 воздушные петли и под столбик с одним накидом провязанный вяжем столбик без накида. Снова вяжем столбик с одним накидом под арочку, 3 воздушные петли, под провязанный столбик вяжем столбик без накида. Мы связали с вами вот здесь 4 пико, а нам нужно 5. Значит, вяжем еще один столбик с одним накидом под эту же арочку. Провязываем 3 воздушные петли. Под столбик с одним накидом вяжем столбик без накида. Это 5-е пико. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И теперь провязываем еще один столбик с одним накидом. Вот что получилось. Теперь вяжем 3 воздушные петли и ищем следующую арочку. Вот эту вот, она следующая у нас по очереди идет. И под нее провязываем столбик без накида. Вот что получилось. Первый ряд у нас подогнут. Далее вяжем 3 воздушные петли. И теперь под следующую арочку из 2 воздушных петель мы провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, под столбик с одним накидом вяжем столбик без накида, под эту же арочку провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, под столбик с одним накидом вяжем столбик без накида. Далее вяжем снова столбик с одним накидом под арочку, 3 воздушные петли, под столбик с одним накидом провязываем столбик без накида, снова столбик с одним накидом под арочку, снова провязываем пико из 3 воздушных петель и под столбик вяжем столбик без накида, это 4 пико, снова вяжем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, под столбик с одним накидом вяжем столбик без накида и провязываем еще один столбик с одним накидом под арочку. Вот следующий веерок у нас получился. Теперь провязываем 3 воздушные петли, ищем следующую арочку. Вот она у нас. И под нее провязываем столбик без накида. Таким образом, вот что у нас получается. Мы с вами вяжем до конца ряда. Провязали первый ряд веерков. Видим, что у нас нижний первый ряд остался снизу под веерками. Теперь в конце ряда мы ниточку обрежем. Когда вы будете вязать поворотными рядами, придется обрезать нить в каждом ряду. Если вы вяжете по кругу, то вы будете просто переходить от одного ряда к другому соединительными столбиками. Обрезаем ниточку и встречаемся. Я обрезала рабочую нить в конце ряда и хвостики сразу же спрятала в вязание. Теперь снова делаем петельку и прикрепим ее. Вот у нас первый веерочек. Отсчитываем 3 пико, вот это вот среднее, и к нему прикрепляем петельку. Провязываем 3 воздушные петли. И теперь смотрите, вот у нас мы крепились после первого ряда. Теперь нам нужно вот пропустить 1, 2 и под 3-й ряд под арочку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Далее подворачиваем вот таким образом, чтобы мы уже определили наш рабочий ряд. Вот, а подвернуто у нас. Теперь вяжем 3 воздушные петли. И под следующую арочку из 2 воздушных петель будем вязать точно такой же веерок.
Первый столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Формируем пико. Второй столбик с одним накидом под эту же арочку, 3 воздушные петли. Формируем пико. Третий столбик с одним накидом, пико. Четвертый столбик с одним накидом, пико. Пятый столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, пико. И шестой столбик с одним накидом. Вот получился веерок. Теперь провязываем 3 воздушные петли, делаем накид на крючок и на следующем веерке предыдущего ряда ищем среднее пико и провязываем в него столбик с одним накидом. Далее снова вот здесь пропускаем 1, 2 и 3 подвернутый у нас вот этот вот ряд идет. Провязываем сюда столбик без накида. Вот что получилось, посмотрите. Далее снова вяжем 3 воздушные петли. Под следующую арочку из 2 воздушных петель вяжем веерок. Первый столбик, второй, пико, третий, пико, четвертый, пико, пятый, пико и шестой. Далее провязываем 3 воздушные петли, ищем следующий веерок предыдущего ряда и в среднее пико вяжем столбик с одним накидом. Далее отсчитываем снова 1, 2 и под третью арочку мы провязываем столбик без накида. Вот таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Мы с вами провязали второй ряд навязки из веерков. И теперь будем снова вязать ряд как первый. Смотрите, мы отступаем, вот наш ряд с веерками был. Вот отступаем 1, 2 и под третью арочку мы снова крепим нить и будем отсюда вязать веерок, как в первом ряду. 3 воздушные петли, провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, пико, столбик с одним накидом под эту же арочку, 3 воздушные петли, пико, столбик с одним накидом под эту же арочку из 2 воздушных петель, 3 воздушные петли, пико, столбик с одним накидом под эту же арку, снова пико, столбик с одним накидом, пико, провязали 5 пико, вяжем еще один столбик с одним накидом под эту же арочку. Далее провязываем 3 воздушные петли, смотрим второй ряд, вот наш веерок, делаем накид на крючок и в среднее пико провязываем столбик с одним накидом. Далее смотрим, вот наш ряд, куда мы крепили, мы его подогнули вот таким образом. И под следующую арочку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида.
И таким же образом, как вязали первый ряд, продолжаем вязать до конца ряда. Далее будем вязать так же, как второй ряд. И таким образом заполняем полностью нашу основу для узора. Продолжаем вязать без меня. Вот такой красивый узор получился. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.